Если вы приехали на остановку Малостранская, будь то метро или трамвай, вы сразу пойдете к Карлову мосту. И зачастую люди пропускают одну из самых красивых локаций, особенно для фотографий. Для этого мы с вами пойдем прямо, переходя через пешеходный переход, и идем вплоть до того ресторана. Ресторан называется у нас «Черный орел». Поэтому прямо около Черного орла спокойно сворачиваем в левую сторону. Главное, смотрите, чтобы вас машина не сбила. И идем к набережной. Обычно в этой части находятся лебеди и какие-то вот эти вот крысы. Я не знаю, как их зовут. Если мы поближе к ним подойдем, я вам покажу эту водяную крысу. Куда поплыла? Подождите. Стой, стой. Сейчас мы ее догоним. Стой. Вон она плывет. Оля, простите. Вон она. Вы посмотрите, какая красотка, ну. А где еще? Одна. Все остальные, видимо, ушли. Это я. В общем, мы с вами пришли вон оттуда и идем прямо туда. Здесь самое главное не бояться того, что вы там куда-то упадете. Никуда вы не упадете, все будет окей. Поэтому спокойненько идем прямо туда. Это Карлов мост. Здравствуйте. И прямо не боясь, проходим, не стесняемся по этим камушкам чуть-чуть подальше. И как только вы отойдете немножко подальше, вы сможете сделать безумно красивую фотографию. Давайте покажу вам на примере своей мамы, как это будет выглядеть. Опа, 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 оп. И смотрите, какие могут быть красивые кадры. Сейчас, конечно, у нас немножечко туманно, но лук. Кстати, лодочки. На них можно тоже кататься. А представьте, здесь будет солнышко. Вообще красота. А вот на единичку. Вот так вот. Опа, опа. И все, и красивые снимочки получились. Опа, опа. Раз уж я нахожусь вблизи маленькой узкой улочки, то вам сейчас я ее покажу. Наверняка кто-то из вас видел, как она выглядит. Ну и мы возвращаемся опять к Черному орлу и от него поворачиваем налево. Остановка трамвайная с той стороны. А с этой стороны у нас находятся наши любимые писающие мальчики. Кстати, раньше действовала такая услуга, что туда можно было отправить смс-ку, и они написывают то, что вы написали. Вот такое вот произведение искусства. Они раньше писюном двигали. Сейчас уже болото развели какое-то. Такое великое достояние. Окей. Идем к узкой улочке. Как обычно, около маленькой улочки можно увидеть огромное количество людей, поэтому не переживайте, вы никогда ее не потеряете. Здесь работает светофор, поэтому загорелся зеленый, и по идее эти люди должны пойти туда. Но, видимо, кто-то нарушает правила дорожного движения. Пойдемте тоже потолкаемся, пока горит зеленый. Вот так вот. Опа. Видите, как это интересно и забавно выглядит. Здесь, кстати, есть вот такая вот кнопочка, которую нужно было раньше нажимать. Короче, вот как-то так это все дело выглядит.
Она такая узкая, бестолковая, но что имеет. Есть какой-то бар, наверное, там можно посидеть. Сейчас я покажу. Нажмите, пожалуйста, на кнопочку, чтобы мы прошли. О, зеленый, пойдем. Ладно, пропустим, несмотря на то, что здесь зеленый. Нарушаем не мы. В общем, да, как-то так выглядит эта маленькая улочка. Мало что там интересного, мало что там привлекательного, не пофоткаешься. Возможно, сюда утром прийти, когда нет народу, тогда можно что-то стоящее сделать. От узкой улочки идем прямо. Вы придете к Карловому мосту, но я вам рекомендую, я вам рекомендую сначала не подниматься на него, а зайти к стене Джона Леннона. И самое главное, не пропустить рядом с ним один маленький парк. Назовем его так. Мы пришли с вами к Карловому мосту. И чтобы подняться на Карлов мост, нужно пройти вон туда. Но мы пока с вами идем в ту сторону, а потом уже поднимемся на него. Соответственно, проходим под Карловым мостом и выходим к стене Джона Леннона. Стена Джона Леннона, она всегда меняется. Сколько я живу в Праге, по-моему, ее уже раза 3 или 4 переделывали точно. Поэтому какой она будет, когда приедете вы, неизвестно и непонятно. Но мы посмотрим, как она выглядит сейчас. Сейчас у нас с вами 9 сентября 2024 года. Покажу, как она выглядит. Поэтому проходим прямо. Многие, кстати, не могут найти эту стену и постоянно путаются. Вам нужно найти такой ресторан и сворачиваем вот в эту маленькую улочку. Вот так. И идем прямо по этой улочке. Здесь находится The Wall Pub, который также посвящен Леннону. Там все такое типа аутентичное. Вот, и многие теряются в этом переулочке. Нужно идти вон туда. Идемте. Возможно, сюда тоже стоит приходить утром, чтобы не было такого огромного количества людей. Кстати, давно стену не переделывали. Говорили, что здесь появился портрет Леннона. Сейчас посмотрим. И прямо около этой стены есть эта замечательная дверь, в которую мало кто входит. Хотя здесь есть такой типа парк. По осени здесь все такое золотистое, красивое. Можно делать очень красивые фотографии, потому что вот это дерево, оно супер большое, как вы можете видеть. Вот, и как бы тут так по этим тропиночкам можно ходить, снимать видосики, рилсики. Ну, если вам нужна как бы такая атмосфера. Ой, лягушка! Ой, ребята, смотрите, сколько там людей идет. Они все идут фотографироваться. Ой-ой-ой. Хорошо. Посмотрели стену Джона Леннона. Зашли в парк. Здесь раньше была
меньше надписей, и это смотрелось более интересно. Кстати говоря, в создании этой стены принимало огромное количество людей и стран, да, люди из разных стран были, но одной страны там вы не найдете, несмотря на то, что они, скорее всего, тоже принимали участие, но эта стена была сделана, если не ошибаюсь, в 2022 году. Ну и прямо отсюда пойдемте с вами, пойдемте на Карлов мост. Я Карлов мост не очень люблю, наверное, по причине того, что во время ковида не было вообще туристов, не было народу, никого не было. И Карлов мост был пустым. Я на Карловом мосту ездила на велосипеде. Вот здесь где-нибудь приложу фотографии. И это несравнимое чувство, понимаете? Когда вы идете по Карловому мосту, когда там куча народу, не пропихнуться, ничего не сделать. И когда вы едете по нему на велосипеде. Вообще два несравнимых чувства. И заодно покажу сейчас, как правильно загадывать желание на Карловом мосту. Кстати, оно исполнится. Окей. Поднимаемся с вами здесь. Welcome to Карлов мост. Идемте в центр Карлова моста, покажу, как правильно загадывать желание. Там есть некий ритуал, потому что, чтобы твое желание исполнилось, тебе нужно поставить три точки опорные. И тогда типа оно исполнится. Сейчас покажу. Для этого направляемся в центр Карлова моста. Если честно, у меня есть немножко страх мостов, поэтому для меня это некое испытание дойти до этого момента. Но мы дойдем с вами. Ничего страшного. Мост не развалится. Стоял же, еще простоит. В общем, прямо на середине, вот сюда подходим. Сюда. Ставим ногу на вот этот гвоздик. Одну руку сюда и одну руку сюда. Это не могу, но одна рука здесь, одна здесь, а нога стоит там. И загадываем. Блин, ладно, ребят, я впервые не чувствую здесь страх. Мне обычно очень страшно здесь находиться. А там у нас с вами Пражский град. Как-то раз в 19-м или в 18-м году моя подруга здесь загадала желание, и оно исполнилось. Поэтому приезжайте в Прагу и загадывайте желание. Еще одна интересная штука – это вон те пингвины. Но, если честно, я все время до них никак не могу дойти. Но если вы хотите, можно к ним тоже пройти. Просто идем вдоль, и там около ресторана выходим. Еще есть одно красивое место, где вы можете сделать великолепные фотографии, помимо самого Карлова моста, разумеется, это под Карловым мостом. Там, где мы с вами поднимались, ровно там пойдемте спустимся. Что ж, спасибо Карлову мосту за это огромное количество людей, но мы с ним, пожалуй, попрощаемся. Вы, как туристы, можете прийти, погулять. Я уже здесь нагулялась. Пошлите, покажу вам красивое место для фотографий. Щук. И заворачиваем сразу налево. Вот сюда. Здесь какая-то есть галерея. Но нам с вами эта галерея не нужна.
идем по иголочке. Красиво как. Oh, thank you. И идем прям за мостик. Да. Вот эти люди делают все правильно. И мы с вами поступим ровно так же. Садимся сюда. У нас открывается такой замечательный вид на Карлов мост. Так что, ребята, это место тоже не пропускаем. Тщательно, кстати, изучайте всю территорию вокруг Карлова моста, но больше интересных локаций не с той стороны, а именно со стороны Малостранской. Ладно, пойдемте к пингвинам. На Кампу можно попасть с разных сторон. Можно попасть с пути, с которого идем мы, и можно попасть с другой стороны, если ехать с народного Дивадла. Кстати, на Кампе располагается скульптура Давида Черного. Вы могли ее видеть также на Жишковской телебашне. Телебашня же, да? Да. Жишковская телебашня. Они там в маленьком размере, а здесь вы можете пощупать их. Ну что ж, встречайте. Голожопики. Надеюсь, давайте попика прикроем. Прямо от этих голожопиков мы идем с вами прямо и придем к нашим пингвинчикам. Я искренне на это надеюсь, потому что я у пингвинчиков бываю достаточно редко. Там еще машина едет какая-то сзади меня. Но это ее проблема, что она едет. Как говорил папа в детстве, не трамвай объедет. Какие были пророческие слова. Не трамвай объедет. Да, я оказалась там, где трамваи не объезжают. Пингвины там. Но я не думаю, что через кафе. Ну, пойдем через кафе. Ладно. Давайте попробуем. Мне кажется, тут нельзя. Как будут пингвины? Пингвинс. Фу. Пингвинс. Какие-то глупые официанты. Какие-то шутки не смешные шутили. Идем к пингвинам, короче. Встречайте этих друзей. Вот они. Не знаю, что в них привлекательного. Но их вроде, кстати, даже почистили. Потому что они до этого были в помете. Сейчас красивые. Теперь мы с вами, кстати, вот за мной находится островок, он называется Кампа. Там можно также посидеть, там есть ресторанчики, кафешечки, но мы идем в сторону остановки Уйст трамвайной. Там есть один очень интересный памятник, там также можно красиво пофотографироваться, и рядом с ним располагается парк, в который мы с вами не пойдем, я вам его покажу одним глазком. Есть лановка, фуникулер, на котором вы можете подняться наверх, и будет огромный красивый вид на Прагу. Вот здесь будет несколько фотографий. Когда я была там, покажу, как там выглядело.
переходим с вами через дорогу и идем к одному интересному памятнику. Памятник, посвященный жертвам коммунизма. Здесь очень такая интересная лестница. Опа. Сейчас я вам покажу. На моем телефоне села зарядка, возможно, сейчас немножко изменится качество и, скорее всего, в лучшую сторону, потому что у моей мамы телефон Pro, у меня не Pro, у меня обычный плюс. От памятника жертвам коммунизма мы с вами идем обратно в сторону Малостранска, и там будет одна церковь, которую либо люди не находят, либо проходят мимо. Это церковь маленького Иисуса. Да, маленького Иисуса. По пути к церкви маленького Иисуса располагается это Лановка, фуникулер. Если у вас приобретен дневной билет на весь транспорт, на данный момент он стоит 120 крон, то вы сюда можете пройти бесплатно. Она входит в эти деньги, так сказать. Если у вас нет билета на сутки, то, да, к сожалению, придется покупать билет новый. Она вас отвезет прямо. Мы находимся с вами вот здесь, внизу, и подниметесь прямо наверх. Вот так. А теперь идем к Иисусу. Вы можете также подняться на Лановке, пойти там погулять, по парку посмотреть на всю Прагу и спуститься обратно, и потом уже пойти маршрутом, которым сейчас иду я, либо оставить парк на другой день прогулки. Причем показываю, чтобы вы знали все места недалеко от Карлова моста, куда можно зайти, сходить, потому что это все находится близко. Я напишу, сколько у меня шагов, потому что я сегодня никуда больше не выходила. И напишу, сколько у меня времени на все это ушло, потому что мы также с мамой останавливались, фотографировали, мама смотрела, потому что она здесь не живет, ей тоже интересно. Ой, как будто какой-то красивый магазин. Ух ты, я посмотрю по нему. Кстати, очень проблемно в Праге найти красивые украшения. Вот этот парк, и прям вон к той Эйфелевой башне вас поднимет та Лановка, фуникулер, то есть. Ты где была? Ты снимала? Ты где была? Ты мне сказал, не заходи. Я не говорила тебе не заходи. В общем, так выглядит собор маленького Иисуса. Я не стала проявлять неуважение и наглеть. И во время службы решила не снимать дальше. Вышла. Но в окрестностях Карлова моста есть огромное количество разных локаций. Но мне кажется, те локации, которые показала я вам, они наиболее
гармонично будут смотреться и в вашем инстаграме, и в ваших воспоминаниях.